общего между ветхозаветным праотцем Авраамом и новозаветной историей Рождества? А между золотом и жабами один странный дар. В самом конце 15 века нидерландский мастер Иероним Босх вручил его старшему из волхвов на триптихе, который сейчас хранится в Мадридском музее Прадо. Это одна из самых необычных версий поклонения младенцу Иисусу, когда-либо созданных европейским художником. И вокруг ее толкований не утихают споры. На первый взгляд, тут все как положено. Дева Мария, держащая на коленях божественного сына, 3 волхва, которых в средние века на Западе обычно именовали королями, пришедшие к нему с дарами, пожилой Иосиф, пастухи, которые тоже хотят посмотреть на младенца, голый осел в яслях. В лице волхвов все народы земли признают новорожденного Мессию. Однако, если приглядеться к главной сцене пристальнее, мы увидим множество необычных деталей, которые до того не встречались на изображениях поклонения. В стене скромной хижины, в которой родился Иисус, притаилась сова, ночная птица, которая в средневековой иконографии и у самого Босха во многих работах олицетворяла духовное помрачение и иноверие. В облике волхвов тоже есть странные, даже зловещие элементы. Например, на белоснежном одеянии чернокожего короля написаны, то есть, как подразумевается, вышиты сирены с мужской и женской головами. Эти гибридные существа часто ассоциировались с похотью и другими пороками плоти. Одеяние его мальчика-слуги украшено демонического вида созданиями, которые пожирают друг друга, словно большие и малые рыбы у Питера Брейгеля-старшего. Но главное то, что в дверях самой хижины стоит загадочный персонаж, который до того не встречался в сценах поклонения. Бородатый мужчина, одетый лишь в красный плащ, в короне-тюрбане, обернутый колючими ветвями, с круглой кровоточащей раной на лодыжке и жемчужной серьгой, вдетой в бедро. Историки до сих пор спорят о том, кто же это. Самые убедительные версии гласят, что перед нами царь Ирод, решивший проследить за волхвами, чтобы отыскать и убить своего конкурента, новорожденного царя Иудейского. Или скорее, что это Антихрист, антагонист Христа, сын погибели, который накануне страшного суда развернет гонение против церкви. Но кем бы ни был этот персонаж, очевидно, что Босх придал триумфальной сцене поклонения зловещую интонацию. Некоторые исследователи даже предполагают, что перед нами изображение с двойным дном. Традиционный христианский сюжет чуть ли не вывернутый наизнанку. Вместе с радостным торжеством Мессии – напоминание о вездесущности зла. По этой версии, человек, стоящий в дверях, и его клевреты, укрывшиеся в темноте хижины, враги божественного младенца. Но и кто-то из волхвов может быть с ними связан. Такая гипотеза требует внимательнее присмотреться к их дарам. Короли пришли к Иисусу не с пустыми руками. Как было сказано в Евангелии от Матфея, они вручили ему золото, ладан и смирну. В этом жесте богословы видели своего рода дань. Язычники покорились христианскому Мессии. Земные цари – царю царей, царю небесному. На средневековых и ренессансных образах поклонения волхвов их дары обычно представали как золотые кубки, чаши или сосуды. Однако на триптихе Босха они выглядят совершенно иначе. Старший из королей принес Христу скульптурную группу на тяжелом круглом постаменте, украшенном жемчугом. Она представляет Авраама, который собирается принести в жертву Исаака. Ангел останавливает руку патриарха, готового заколоть любимого сына, а за алтарем уже стоит баран, который будет заклан вместо мальчика. Эту сцену в средневековой традиции рассматривали как прообраз мук и крестной смерти Христа во искупление грехов человечества. Потому здесь она явно напоминает зрителю о страданиях, уготованных новорожденному, о жертвенной смерти на кресте, которая его ожидала. Такие детали, отсылки к будущему, время от времени появлялись на алтарных образах, какие писали фламандские мастера. Например, на поклонении волхвов Рогера ван дер Вейдена прямо над головой Марии на колонне хлева висит небольшое распятие. Само собой, если подойти к изображению буквально и исторически, это нонсенс. Сразу после рождения Иисуса его культ, конечно, не существовал. Но это было неважно. Распятие служило знаком, обращенным не к персонажам сцены, а к ее зрителю, и говорило ему о смысле боговоплощения, который откроет людям путь к спасению.
Золотая статуэтка, представляющая Авраама, готового принести в жертву Богу любимого сына Исаака, формально говорит о далеком прошлом, а по смыслу – о будущем, грядущих страстях. А теперь приглядимся еще внимательнее. Под диском, на котором закреплены фигуры, Босх почему-то поместил 3 жаб. Они находятся в том месте, где могли бы оказаться фигурные ножки скульптуры. Опоры в виде живых существ – львов, драконов или их лап – часто встречались в средневековой мебели, церковной утвари и реликвариях. Вот, скажем, латунный аналой с фигурой орла, символом апостола Иоанна, и множеством других изображений, который был отлит в Маастрихте около 1500 года. Массивная конструкция опирается на 3 львиных фигурки. Однако эти жабы изображены так, что больше напоминают живых существ, а не их металлические изваяния. В разных работах Босха жабы олицетворяют силы зла и связаны с бесами, которые истязают грешников в мире ином. У демонизации амфибий была история очень далекая. В Ветхом Завете Господь в наказание за то, что египетский фараон не пожелал отпустить народ Израилев и своего царства, обрушил на него нашествие жаб. В 16 главе Откровения Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, говорилось о том, что из уст дракона, дьявола, первого зверя, антихриста, и второго зверя, лжепророка, изойдут 3 духа нечистых, подобных жабам. В некоторых комментариях к Апокалипсису этих жаб интерпретировали как указание на еретиков, разлагающих церковь изнутри. Как создание, считавшееся нечистым и безобразным, жаба идеально подходила на роль одной из масок, в которых людям являются бесы. В 1233 году папа Григорий IX призвал к крестовому походу против германских еретиков-люцифериан, которые, как утверждал инквизитор Конрад Марбургский, поклоняются сатане. В тексте было сказано, что люди, впервые пришедшие в их сектантскую школу, видят существо, похожее на лягушку или жабу. Одни целуют его в зад, другие – в губы. На многих изображениях преисподней, какие создавали в средние века, демоны в облике жаб карают распутников и других грешников. У Босха на адской створке сада земных наслаждений черная жаба сидит на груди у тщеславной, раз ей подставляют зеркало, распутницы. Что же жабы делают под сценой жертвоприношения Авраама? Одни исследователи Босха заключают, что внешне благочестивый дар опирается на нечистых гадов. Например, историк Ларри Сильвер писал о том, что черные фигуры жаб, которые так ярко выделяются на светлой песчаной почве, говорят о том, что зло под прикрытием добрых дел может пробраться даже в самое святое место. Другие исследователи, наоборот, пишут о том, что золотая статуэтка не опирается на жаб, а придавливает их к земле. Как в церковной иконографии, добродетели часто попирают пороки, а святые – дьявола, либо поверженных ими противников, язычников или еретиков. Если так, то перед нами необычный по форме знак грядущей победы Христа над дьяволом. Ветхозаветный прообраз крестной жертвы, принесенный старшим волхвом, победил жаб. Все зрители Босха видят, по сути, одно и то же. Золотую статуэтку с изображением жертвоприношения Авраама и 3 жаб под ней. Только одни интерпретируют ее как триумф добра над злом, дар пророчества придавливает демонических гадов, а другие как наступление зла, скрывающегося под покровом добра. Жабы тут – это опоры этого дара. Как выяснить, кто прав? Обратите внимание на то, что такая же жаба появляется на триптихе еще раз. На левой створке изображен двор, примыкающий к хижине. Там у огня сидит старец Иосиф, муж Марии. Слева от него невысокие ворота. Они украшены странными танцующими фигурами и 2 статуями. Одна целая, вторая обломанная, которые представляют то ли ветхозаветных пророков, то ли языческих идолов, понять довольно сложно. А над аркой, где можно было бы ожидать какой-то еще скульптуры, кувыркается здоровая жаба. В отличие от мириада других изображений поклонения волхвов, тут пространство Вифлеема вокруг новорожденного богочеловека предстает как нечистое и опасное. По облику жаб, расположенных под статуэткой с фигурами Авраама и Исаака, трудно сказать, служат ли они для нее опорой или придавлены ею к земле.
Такая неопределенность, возможно, была заложена Босхом намеренно. Одна из главных тем Босха – заражение мира злом. Жабы под подарком старшего из волхвов в любом случае говорят ровно об этом. И это было чрезвычайно необычно для иконографии поклонения. Мир, в котором родился Христос, встречает его враждебностью. Волхвы, пришедшие к нему с дарами, все равно остаются посланцами иноверных культур. И даже кажется, что они неким, правда неясно каким образом, связаны со зловещей фигурой врага, стоящей в дверях скромной хижины. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».